Донецк всю неделю подвергался обстрелам. Сводки о гибели мирных жителей и военных приходят ежедневно. И, как это ни печально, становятся привычными. Но гибель детей потрясла всех. Обстреляли школу, возле которой на стадионе мальчишки играли в футбол. 2 убиты, нескольких искалечило. Новость облетела ведущие информагентства мира. Эксперты пытаются выяснить, откуда стреляли. Версии расходятся. Но самое ужасное, и мы все это понимаем, пока война не прекратится, эта трагедия не последняя. На футбольном поле 63-й школы огромные воронки от разорвавшихся снарядов. В нескольких метрах пара детских курточек, бутсы и белые цветы. 5 ноября. Ребята играли в футбол под уже привычные для этих мест звуки взрывов. Но в один момент стало слишком громко. Мы собирались бежать, у нас там 9 человек было. И тут на выходе попал под ограду в поле, попал снаряд. 3 пацанов успели убежать. Остальные хотели укрыться от обстрела в местном доме культуры, но мины догнали школьников в пути. Бежим, я слышу, что там бах, я начинаю прыгать, вниз ложиться, меня волной догоняет и осколками. Я падаю, руку уже сразу не чувствовал. Осколок попал хороший, крови много вышло. Сотрудники школы, ставшие очевидцами трагедии, говорят, мины на футбольном поле разрывались, как на передовой. 2 из ребят погибли на месте, гоняя футбольный мяч. Выпускник 63-й школы, 18-летний Андрей Елисеев, и ученик, 14-летний Данил Кузнецов. Проститься с Данилом и Андреем в туманное утро 6 ноября собралось больше сотни людей. В руках у дончан розы. За погибших детей молились в церкви святого Владимира. Андрея и Данила на местном кладбище похоронили рядом. Люди добрые. Вы посмотрите, что погибают малыши. Трудно спать, трудно ходить на работу. Трудно играть детям. Когда придет этому конец? Школу построили новую, мы очень радовались. Радовались тому, что у нас вот есть такая прекрасная школа, такая оснащенная. 63-ю Донецкую школу отстроил и год назад торжественно открыл ее выпускник и президент футбольного клуба «Шахтер». Ринат Ахметов, узнав о трагедии, сделал заявление. В моем родном поселке на территории школы, в которой я учился, разорвались снаряды. Произошла еще одна страшная трагедия. Я хочу сказать самые сердечные слова сострадания родным погибших ребят и заверить семьи раненых в том, что мы сделаем все, чтобы побыстрее поставить их детей на ноги. Мой гуманитарный штаб окажет всю необходимую помощь пострадавшим в этой трагедии. Я обращаюсь ко всем. Прекратите огонь. Перестаньте убивать мирных жителей. Перестаньте убивать детей. Помощь всем детям, пострадавшим в результате боевых действий. Первоочередная задача, поставленная Ринатом Ахметовым. Все расходы семей погибших и пострадавших берет на себя его гуманитарный штаб «Поможем». 4 детей, пострадавших от обстрелов 63-й школы, уже прооперировали. 1 ребенок в реанимации. Гуманитарный штаб Рината Ахметова будет полностью поддерживать этих детей. Мы их берем полностью на свое финансирование их медикаментозного и реабилитационного периода. Виновных в обстреле уже ищут наблюдатели ОБСЕ. По их версии, снаряды летели с северо-западного направления. С той стороны находится город Пески, за который идут ожесточенные бои. Но в СНБО настаивают, школу обстреляли с другой стороны, из Макеевки. В то же время международная организация Amnesty International призывает власти Украины провести объективное и честное расследование гибели детей. А жители Донецка, уставшие от войны, надеются на мир и ждут прекращения огня. Виктория Чистюхина, Анна Миронюк, Данил Киреев. События недели.